Всем привет! С вами Регина, и вы на канале Вегмир. В этом видео я покажу вам, как варить круглозерный рис в кастрюле, чтобы он получился идеально рассыпчатым. Ранее на нашем канале выходил ролик о том, как приготовить рис сорта басмати с белыми длинными зернами. Можете посмотреть рецепт в подсказках. После того видео мне пришло много вопросов от наших зрителей про круглый рис. Его покупают и едят гораздо чаще, хотя в нашей семье мы все-таки отдаем предпочтение басмати. О том, чем отличаются разные сорта риса, я расскажу вам в отдельном подробном видео. Ссылка на него появится в подсказках. Итак, очень часто, когда готовят вареный рис, он получается слипшимся, разваренным, кашеобразным, и это напрочь отбивает желание есть такой гарнир. Как правило, такие неприятности случаются именно с круглозерными сортами. Но сейчас я поделюсь простыми правилами, соблюдая которые у вас всегда будет получаться очень рассыпчатый и вкусный рис. Кстати, для рецепта я взяла далеко не самый дорогой рис, специально чтобы показать, что мой способ приготовления риса идеально подходит для любого варианта. Ставьте лайк и переходим к рецепту. Для того, чтобы правильно сварить рис, нам нужны следующие ингредиенты. Круглозерный белый шлифованный рис 1 стакан, питьевая вода 1 стакан, соль 1 чайная ложка. Первый важный момент. Когда мы варим круглый рис, то пропорция воды и риса должна составлять 1 к 1. И в таком случае рис не разварится, а сами зерна получатся мягкими, но упругими, очень приятными на вкус. Перед варкой рис обязательно промываем 4-5 раз под проточной водой, чтобы вода от него была практически прозрачной. Это нужно делать обязательно, так как промывание, во-первых, снимет загрязнение с зерен, а они могут быть даже в самом дорогом рисе, а во-вторых, это позволит избавиться от лишнего крахмала. Ведь именно он делает рис очень липким. Кроме того, крахмал вреден для здоровья, и лучше по возможности сокращать его употребление в пищу. Далее я предпочитаю еще замочить рис в питьевой воде минут на 15, чтобы вывести крахмал максимально. Это делать не обязательно, если, например, не хватает времени. Тогда лучше еще раз промыть рис водой. И в последнем промывании используйте обязательно питьевую воду. Посуда для варки риса должна быть с толстым дном. Если дно тонкое, то рис точно подгорит. Отправляем рис в кастрюлю или сотейник, добавляем воду. Можно один раз быстро разровнять. Больше его не трогаем, не перемешиваем. Ставим сильный огонь, доводим до кипения. Как только вода начала бурлить, снижаем огонь до минимального. Сверху добавляем соль. Закрываем плотно крышкой. Лучше всего солить именно сейчас. В горячей воде соль быстро растает и равномерно пропитает рис. И гарнир в итоге получится вкусным. Сколько нужно варить рис? Если вы взяли, как и я, стакан стандартного объема 250-300 мл, то варить рис нужно 13, максимум 15 минут. Если же объем совсем небольшой, 150-200 мл, то достаточно 10 минут для варки. Если же объем наоборот большой, например 600-800 мл, то варим 16, максимум 18 минут. Когда рис сварится, ни в коем случае не трогаем крышку. Он должен пропариться 5-10 минут. Открывать лучше перед самой подачей. Аккуратно перемешиваем, разрыхляя зерна вилкой или ложкой. Хорошо видно, что рис совсем не прилип к дну кастрюли. Теперь рис можно подавать на гарнир. Он получился очень аппетитным, ароматным и рассыпчатым. В общем, это идеальный рис. Если вы приготовили рис, к примеру, за пару часов до подачи, то, чтобы сохранить его рассыпчатым, нужно промыть один раз в питьевой воде, лучше холодной. Воду сразу сливаем. А уже перед подачей можно подогреть рис, либо перемешать с овощами, если собирались приготовить их вместе. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки видео, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы делимся новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!